Телевизионный доктор Елена Малышева производит впечатление доброго человека и наставника для миллионов зрителей, но не все верят, что она таковой является. Некоторые ресурсы считают, что Елена за кулисами жизнерадостного шоу – настоящий тиран, который боятся все ее сотрудники. Якобы она считает, что страх и уважение – это одно и то же, и в стенах родного дома ведет себя чуть ли не хуже. Мы решили разобраться, так ли это, и рассказать, какая она, доктор Елена Малышева в обычной жизни и в кругу семьи. Елена Васильевна Малышева в девичестве Шабунина родилась 13 марта 1961 года в городе Кемерово. Отец Василий и мать Галина трудились врачами. У Елены есть брат-близнец и старшая сестра. Все дети пошли по стопам родителей, получили медицинское образование и связали жизнь с медициной. Семья Шабуниных была крайне консервативной. Когда Елена стала подростком, красить губы или ресницы ей категорически воспрещалось. Однажды она решила накрутить волосы на бигуди. Леночка легла спать, предварительно проверив, не торчит ли из-под одеяла прическа. Но с уснувшей девочки ночью одеяло сползло, и бигуди заметила мама. Она специально разбудила отца, чтобы тот прочитал дочке лекцию о таком страшном грехопадении. В детстве Леночка была полненькой, она рано стала носить очки и комплексовала по этому поводу. Узнав, что аттестат будет пятерошным, радостная Елена прибежала домой и объяснила родителям, что собирается на журфак. Но не тут-то было. Мама считала самой лучшей только свою профессию и ультимативно заявила, что сначала дочь выучится на врача, а потом уже может делать, что хочет. Вслед за золотой медалью девочка принесла родителям красный диплом медицинского, а после поступила и в аспирантуру. В тот же период Елена сочла лучшим заняться личной жизнью и вышла замуж за коллегу, врача и аспиранта Игоря Малышева. Елене было 26, и Игорь стал ее первым мужчиной. Он говорит, что решил жениться на Шабуниной сразу же, когда впервые увидел девушку. Предложение руки и сердца Малышев сделал оригинально. Провожая подругу на перроне, ляпнул в закрывающиеся двери: «Хочу, чтобы ты стала матерью двоих моих сыновей». Игорь Малышев – профессор, доктор наук. Он занимается молекулярной биологией и многого добился на этом поприще. Когда Игорь стал проявлять научные таланты, его позвали работать в Москву. Вместе с супругом в столицу отправилась и Елена. Здесь один за другим родились их сыновья. В 1988 родился Юра, через 2 года – Вася. Второй ребенок сильно заболел, когда ему не было и года. Непростую операцию малышу сделали в одной из столичных больниц. А вот на реабилитацию Елена увезла сына в Кемерово. Она говорит, что болезнь ребенка досталась ей нелегко. А дома и стены помогают, да и папа с мамой известные серьезные врачи. Сын действительно скоро пошел на поправку, а у мамы появились свободные часы. Тогда-то она и обратила внимание на то, что местное телевидение вечно показывает врачей с негативной стороны. Елена обсудила это с приятелем, работавшим на телецентре, и через пару дней получила приглашение зайти. Малышеву познакомили с шеф-редактором и спросили, может ли она вести передачу про здоровье в позитивном ключе. «Конечно», – уверенно ответила врач, понимая, что в телевизионном деле ничего не смыслит. Однако первая, вторая передача, и все получалось. Хорошенькая и телегеничная Елена Малышева, которая к тому же точно знает, о чем говорит, понравилась телезрителям с первого взгляда. Ее передача набирала рейтинги, сама Елена стала получать отличную зарплату и понимать, что ее давняя мечта стать журналисткой сбывается. Однако супруг был не готов это принять. Он приехал в Кемерово, чтобы уговорить супругу возвращаться. Игорь апеллировал к той мысли, что в Москве тоже есть телевидение и что таланты супруги раскроются куда полнее. И она не стала разбивать семью и действительно поехала за любящим супругом обратно в столицу. Переезжая из Кемерово, она прикидывала в уме, на каком телеканале хотела бы работать. Выбрала РТР. Тогда вторая кнопка была по-настоящему независимой и импонировала телеведущей. Удивительно, но РТР тоже выбрала Елену Малышеву. Так начиналась ее карьера уже в Москве. Есть мнение, что сыновья звезды, Юрий и Василий, не знали, что такое нормальное детство. С малых лет их готовили пойти по стопам Малышевой и даже заставляли работать санитарами, чтобы с ранних лет они понимали, как тяжело даются их матери деньги. Елена с самого детства держала сыновей в ежовых рукавицах, практически не давала им права на выбор и все решала за них. Какую одежду им носить, с кем общаться, а от кого и вовсе держаться подальше. Со взрослением материнская опека только возрастала.
В то время, пока остальные мальчишки играли в футбол и весело проводили время, Юрий и Василий вынуждены были заниматься и зубрить ненавистные уроки. Елена могла даже срывать на них свою злость и досаду после тяжелого рабочего дня. Сами коллеги подтверждают, что Малышева имеет весьма взрывной, непредсказуемый характер. В 2019-м брак телеврача дал трещину. Елена даже сняла обручальное кольцо. Муж надолго уехал в командировку за границу. Говорили, что там у него случился страстный роман с молоденькой ассистенткой. Издание «Версия Инфо» отмечает, что Елена Малышева во время съемок телепередачи «Жить здорово» заигрывает с коллегами по цеху. Так, после начала съемок нового сезона она приветствовала коллег в студии, в числе которых был и доктор Герман Шаевич, давний друг телеведущей. Издание отмечает, что она, не стесняясь, заигрывала с ним на камеру, а смущенный Шаевич сухо отмахивался от нее. Но так ли это? Не секрет, что Герман Шаевич – старый товарищ артистки, вокруг которого ходило много слухов. Елена познакомилась с ним как с одногруппником и вскоре фактически сделала его известным на всю страну. Считается, что якобы еще во времена студенчества они закрутили роман, который продолжается и по сей день. Предполагается, что Герман покорил Елену своим чудесным чувством юмора, харизмой и интеллектуальными способностями. Возможно, из-за любви к Елене врач после развода с супругой так и не женился. Но в 2020 году в семье у Малышевых все склеилось. Карантин только укрепил отношения Елены с мужем. Известно, что оба брата проживают в Америке и вполне довольны своей жизнью. Старший сын закончил ординатуру по хирургии. Потом он закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Он и сейчас продолжает учиться, будет кардиологом и кардиохирургом. Юрий женат, и у Елены есть 2 прекрасных внука. У Елены Васильевны прекрасные отношения с женой сына. Она ее очень ценит и балует подарками. Младший сын Малышевой, Василий, юрист. Он параллельно получил 2 образования. В России он закончил юридическую академию, а в Америке окончил адвокатскую школу. Младший сын пока не женат. Главным счастьем телеведущая называет моменты, когда вся семья дома. Муж, младший сын, старший сын с женой и внуки. Елена Малышева является владелицей шикарного особняка в пригороде Нью-Йорка и 2 квартир, которые оформлены на ее сыновей. В 2016 году Елена Васильевна вместе с мужем купила шикарный особняк площадью 1100 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка, который находится на берегу реки Гудзон за $6,5 миллионов. В доме 21 комната, несколько ванных, отделанных мрамором. На первом этаже располагается гигантская столовая и гостиная. Весь интерьер выполнен в стиле барокко. Обставлены комнаты антикварной мебелью, а потолки украшают гигантские хрустальные люстры. Сейчас в особняке Малышевой живет преимущественно ее старший сын Юрий. Он сейчас работает в госпитале в Нью-Йорке. У него большая зарплата, но после вычета всех налогов, всех страховок остается не так уж и много. У Юрия есть и собственная недвижимость, расположенная в самом элитном районе Нью-Йорка, на Манхэттене. Апартаменты площадью 110 квадратных метров для сына приобрела звездная родительница. Из окон квартиры открывается вид на небоскребы и парк. В этом же многоэтажном доме расположена еще одна квартира, принадлежащая семье Малышевых. Вторые апартаменты Елена Васильевна купила для младшего сына Василия. Эта недвижимость также имеет площадь 110 квадратных метров. Стоимость 2 квартир на момент покупки составляла $4 200 000. Елена Васильевна не любит распространяться о других проектах. Однако работа на телевидении – не единственный бизнес, который приносит ей постоянный доход. Так, в 2012 году она стала продавать наборы готовой еды, которые подходят для тех, кто хочет похудеть. Стоит набор от 11 до 20 тысяч рублей. Прибыль компании ООО «Диета» Елены Малышевой в последние годы составила около 104 миллионов рублей. Телеведущая также является одним из соучредителей ООО «Медицинский центр Елены Малышевой». Он позиционирует себя как элитный. Первичная консультация там стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Также у Малышевой есть 2 компании, которые занимаются привлечением рекламы. Компанией ООО «ПМ-партнеры» она владеет вместе с известным телеведущим, продюсером Алексеем Пимановым. А вот сколько Елена Васильевна зарабатывает на производстве собственных программ на Первом канале, не сообщается, так как деньги по договору перечисляются через ИП. Работа Малышевой в программах «Здоровье» и «Жить здорово» часто вызывает немалый общественный резонанс. Необычные подходы и темы приводят к появлению интернет-мемов. Вполне возможно, что авторы программ сознательно провоцируют для привлечения внимания к программе.
В то же время, многие воспринимают шоу Елены Малышевой серьезно и возмущаются увиденным. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!